Мы приехали в Гори. Главная достопримечательность этого места – дом-музей Сталина. Внутрь вход платный, но снаружи тоже много интересного. Сейчас пройдемся и посмотрим. Я побывала на родине Сталина во время экскурсии из Тбилиси. Советую ехать сюда именно с гидом, так интереснее. Под видео оставила вам ссылку на тур, в котором я была. Экскурсия мне очень понравилась. Итак, мы на территории музея Сталина в Гори. Вход в основной корпус платный. Здание построено в лучших традициях сталинской архитектуры. Внутри хранятся фотографии его семьи, документы и личные вещи, даже трубки и недокуренные сигареты. Экспозиции рассказывают, как мальчишка из бедной грузинской семьи превратился в сильного лидера. Отдельный зал посвящен Великой Отечественной войне. Наш гид Тимур тоже рассказывает нам о жизни Сталина, пока мы гуляем по музейной территории. Родился он в этой комнате. Вот смотрите, дом принадлежал вообще не им. Когда-то здесь по улице было очень много таких домов. Вот был целый ряд таких домов, сохранился только один, сохранили. И то, что сверху, видите, построено, это специально построили здание, чтобы сохранить его. Вот. Когда-то было много домов, и его семья, они арендовали комнату, снимали комнату, дом принадлежал не им. Сама хозяйка жила вот в той комнате, и они, мать, отец и сам Сталин Иосиф Виссарионович жил тут. Братьев и сестер у него не было, они все умерли до его рождения. То есть он там был, по-моему, третьим, что ли, до его рождения они умирали, и он единственный был, кто выжил. Настоящее имя Сталина – Иосиф Джугашвили. Он родился и рос в семье сапожника, здесь, в грузинском городе Гори. Отец Сталина был пьющим и жестоким человеком, зато мать души не чаяла в своем единственном ребенке. Она отдала маленького Сосо в духовную семинарию. Он мог стать священником, но выбрал другую судьбу. Сталин всегда казался смелым, но один страх у него был – он не мог летать на самолете. В музее стоит бронированный вагон, который был основным средством передвижения Сталина. Там внутри есть комната охраны, его спальня, где он там с ванной, туалетом, зал заседания, там где он собирался, там обсуждали что-то, там большой стол в конце. Вот, и все там отделано было там на тот момент всякими дорогими там и деревом, полностью это все было бронировано. Мир знает Сталина как жесткого лидера и тирана. В этом месте вы посмотрите на него с еще одной стороны. Того, кто жил в нищете, старательно учился, делал успехи в богословии и даже писал стихи. Того, кто терпел жестокое обращение с самого детства и впоследствии говорил, что побои отца не были слишком суровыми в сравнении с издевательствами в духовной семинарии. Того, кто сам выбрал свою судьбу. Посещение этого места поможет лучше понять, как Сталин превратился в человека с каменным сердцем. Гори примечателен не только тем, что здесь родился Сталин. Над городом возвышаются развалины средневековой крепости Горисцихи. Сюда мы и направляемся. В свое время цитадель имела важное стратегическое значение. Она помогала контролировать путь из Европы в Азию и дорогу с севера в Закавказье. Перед крепостью установлен необычный мемориал доблестным защитникам крепости Гори, павшим в разные времена. Цитадель сильно пострадала от землетрясения в 1920 году, а затем в 2008. Гид рассказывает нам, как была устроена эта крепость, пока она не превратилась в руины. Это место интересно посетить с точки зрения истории и чтобы посмотреть на окрестности Гори с высоты птичьего полета. Сам город мне очень понравился. Это тихая грузинская провинция, в которой однозначно стоит побывать с экскурсией. Гори интересен не только музеем Сталина, но и крепостью, которая тоже называется Гори. А рядом находится пещерный город Уплестихи, и сейчас мы поедем туда. Мы направляемся в древний пещерный город, высеченный в скале. Здесь располагалось одно из первых поселений на территории Грузии. Оно возникло в конце II – начале I века до нашей эры.
Тут даже в жаркий день по телу бегут мурашки от осознания его древности и величия. Мы приехали в Уплисцихе, входной билет стоит 15 лари. Сейчас покажу, что там внутри. Без хорошего рассказа гида это место не покажется таким впечатляющим. Поскольку религия была язычество, с 7 века начинают в этих пещерах делать храмы всяких божеств разных. И с 7 по 4 век до нашей эры здесь был такой религиозный расцвет. Это был даже не просто город, тут уже в это время даже обычные люди не жили. В это время здесь были языческие жрецы и рабы, которые строили пещеры, высекали. Город, он был очень богатый, потому что тогда, чтобы угодить богам, надо было приносить им большие жертвы. Тогдашние боги, они любили там хорошо поесть, покушать там, ну, как современные, в принципе. Вот. То есть просто так сюда не пускали, а приходили с большими жертвами. И, как я говорю, город тогда был очень богатый. Это был 7-4 век, расцвет этого места как языческого религиозного комплекса. Уплисцихи уникален и интересен тем, что сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений древности. Он был так хитро построен и оборудован, что время его пощадило. Только представьте, в период расцвета в Уплисцихе было больше 700 различных пещер. В нем были жилые дома, комнаты развлечений, хозяйственные постройки, торговые лавки и даже аптеки и тюрьмы. Бесконечные подземные лабиринты, тоннели, собственная канализация и водопровод. Это впечатляет. Здесь была сцена, а тут собирались люди. И на этой сцене языческие жрецы ставили религиозные мистерии, как представления театральные, где, например, кто-то изображал Бога, кто-то жертву. И то есть они показывали людям, что, допустим, кто-то себя повел плохо, Бог его наказал, и он говорил им, что вот видите, что будет, если вы там будете плохо вести, так что приносите больше, приходите чаще. То есть они внушали, что нужно как можно чаще и больше приходить сюда. В Уплисцихе по-прежнему легко найти жертвенные алтари, ритуальные места и другие следы пребывания язычников. А еще тут было все необходимое для изготовления вина. Мы же все-таки в Грузии. Словом, жители Уплисцихи отлично потрудились, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Масштабы этого места поражают, особенно когда поднимаешься на самый верх. Только представьте, все это было построено вручную. И за столько веков не так уж сильно разрушилось. На экскурсии мы узнали, что пещерный город переживал несколько периодов расцвета и упадка. Он видел богатство и разруху, язычество и христианство, мирное время и страшные войны. В этом месте царит особенная атмосфера. Но если история не слишком будоражит ваше сознание, приезжайте в Уплисцихи ради красивых фотографий. Здесь можно сделать очень атмосферные снимки. Я советую вам обязательно побывать в Горе, съездить туда, где родился Сталин, увидеть руины разрушенной крепости и, конечно, посетить пещерный Уплисцихи. Поддержите меня лайком, мне будет очень приятно. И подпишитесь на канал, я готовлю для вас еще много интересных видео.